Так, друзья, ну привет, еще вот, ага, два человека уже здесь, отлично. Все, Макс Степанов здесь, я начинаю свой стрим, свой прямой эфир, обещанный. И сегодня я хотел поговорить на три темы. Три темы я выделил, друзья. Опять же, то, что я предлагаю для разминочки. А так я жду ваши вопросы, поэтому вы можете тоже мне что-то спросить, какую-то тему супер. Я переключусь на это. Вот, а пока у меня три темы. Первая тема. А, Печальная новость, мне кажется, но так оно, наверное, и случится. К сожалению, друзья, наверное, все-таки в России заблокируют YouTube. Вот почему-то вот я вот к этому склоняюсь. Помните мой стрим про психологию преступника, про мышление, так сказать, ну, криминального, да, эм, криминального товарища, вот, где его единственная мотивация, стимуляция его поступков, это, ну, я вот так хочу просто, и все, поэтому так вот я и сделаю. Поэтому, скорее всего, блин, как-то не печально. Но, видимо, все идет к тому, что YouTube скоро для России пропадет. Поэтому, друзья, не знаю, как вот, ну. Но тем не менее, поэтому заранее как бы предупреждаю, да, предостерегаю и призываю вас как-то, ну, подстраховаться и зарегистрироваться на том же самом Бусти, который, я надеюсь, может, не закроют какое-то время хотя бы. Я там, конечно, не смогу вести прямые эфиры и общаться с вами напрямую, но какие-то кусочки там стримов я буду туда выкладывать хотя бы. Или ну, что-то, короче, буду выкладывать, раз так получится такая ситуация, да, в стране. Все-таки русскоязычная аудитория, это моя аудитория, я говорю на русском языке, для русских, для русскоязычных. Вот также меня смотрят украинцы, белорусы, Казахстан меня смотрит и так далее. Ну, то есть, по всему миру, где есть русскоязычные люди. Поэтому Александр Лукьянов, да, приветствую, приветствую. Поэтому, друзья, блин, просто надо как-то это самое, обеспечить себе информационное пространство. Печальная история может сложиться так. Поэтому Бусти, во-первых, подписывайтесь и будете получать какую-то информацию как-то, видео, текстовые какие-то вещи. И Дзен Яндекс, конечно же, Дзен Яндекс, ребята, там я тоже есть. Ну, конечно, в вырезанном виде. Вот, если на Ютубе я веду прямые эфиры, я отвечаю в комментариях, очень подробно все рассказываю, делаю постики на вкладке сообщества, выкладываю какие-то сюжеты. Ну, то есть, как-то вот просто общаюсь, реально коммуницирую, да, тут на платформе Ютуба. То вот в Яндексе я такого делать, конечно, не буду. Там у меня усеченная версия, я просто что-то какие-то выкладываю, видюшки, и все. И на этом все. Потому что аудитория там очень такая специфическая. Было бы, конечно, хорошо, если бы вы туда тоже, да, там зарегистрировались, тоже что-то писали, но, ребята, вас мало, вот, нас мало. Поэтому в этом потоке, наверное, там все ваши комментарии затеряются. А поток там общий, там прям вот все единым строем, единая Россия. Вот. Каждый раз, когда захожу на Дзен Яндекс и смотрю комментарии под своими видео, то есть я выкладываю видео, совершенно таки бесплатно для всех, да? Пожалуйста, смотри, пользуйся. Не нравится, ну не пользуйся. Выкладываю какие-то тексты, статьи. Ну, статьи там я в вырезанном виде, не все выкладываю, потому что, так сказать, за мои какие-то политические взгляды, вот, не хотелось бы как-то, чтобы меня заблокировали еще и там. Ну и что, и комментарии в основном какие-то такие, прям, знаете, как будто я вот чувствую, как будто я куда-то вляпался. Вот серьезно. Блин, так не хочется мне даже что-то там отвечать. Поэтому я просто заранее предупреждаю, что там я мало общаюсь, потому что там нету возможности нормально общаться. Как вот здесь у нас прекрасно. Но YouTube, похоже, приходит конец YouTube в России, поэтому вот такая вот немножко настроение такое. Вот. А Дзен Яндекс это ощущение какой-то, как это называется, какой-то безысходности, что ли, от того, что люди такие злые, от того, что люди такие, как будто бы, знаете, нашкодившие какие-то школьники, или, не знаю, какие-то, блин, э, какие-то, не знаю, детские, дети, ребенки детские, вот честно. Вот такое, там, почему? Может, я сам вызываю своим этим контентом или своей физиономией такие реакции, может быть, может быть. Окей.
Друзья, итак, да, еще раз напоминаю, у меня есть Бусти, поэтому можно, чтобы до россиян что-то доходило тоже от меня, потому что Ютубу скоро будет конец, это однозначно. Рутуб они собираются развивать там в России. Вот такая новость последняя, прикиньте. Тоже был я в свое время в Рутубе, да, но это было очень давно, когда вот только на заре все это появлялось, а потом заглохло все, и, в общем, я тут тоже ушел. А теперь они опять собираются Рутуб развивать. Вот. Я имею в виду, кто там сейчас у нас? Власти. Вот. Ну и Дзен Яндекс тоже. Я там тоже есть, так что подписывайтесь на меня, короче говоря. Пошла рекламная пауза, да? Подписывайтесь, и мы так или иначе будем с вами общаться. Может, не все дойдут. Поэтому мне немножко печально от этого, от таких вот тенденций неприятных. Так, давайте поздороваюсь. Это была первая тема о том, что YouTube скоро закроется в России. И я предлагаю вот тем, кто меня смотрит, друзья, переходите на Дзен Яндекс. Ну, будьте как бы такой запасной вариант имейте, да, и переходите ко мне на Бусти. Все, буду стараться в усеченном варианте также для вас делать видео, какие-то ответы на вопросы и так далее. Будем взаимодействовать, ну, как-то так. Все, значит, поздороваемся, перейду ко второй части. Алексей Грек, добрый вечерочек. Александр Лукьянов, привет, Макс, привет. ФГФ, привет, привет. Александр Лукьянов, в Дзене много троллей и деградантов. Абсолютно верно, вот я об этом. Каждый раз, когда захожу в Дзен Яндекс, я туда захожу с каким-то, знаете, с напряжением, с напряжением. Вот если я на YouTube захожу, вот к вам, да, обращаюсь, я, ну, иду с удовольствием, я иду как бы с радостью пообщаться со своими единомышленниками, да. А туда я захожу каждый раз, знаете, типа вот, ну надо, ну вот типа вот, ну надо. Я же там стал выкладывать видео, когда эти карантины начались в прошлом году, летом. Такой дополнительный заработок, понимаете, это как пассивный источник дохода. Потому что, ну, нужны рубли, нужны доллары, нужны евро, так, кормить семью, кормить себя и так далее, да, сами понимаете. Вот, а я же не молодею, и нужны какие-то еще пассивные источники дохода. Кроме того, всякие локдауны и карантины лишили работы в оффлайне, ну, то есть реально тренерской работы. И таким образом, как бы выдавливается в интернет-пространство. Я теряться, так сказать, не привык, поэтому куда меня забрал? Благодаря карантинам, благодаря коронавирусам, да, занялся Ютубом своим, занялся Дзен Яндексом, еще параллельно открыл. Ну и какие-то копеечки там все-таки идут, уже неплохо, согласитесь. Так вот, ну каждый раз это просто разная аудитория. Захожу на Дзен Яндекс, я не то, чтобы хочу прям пожаловаться, а может быть хочу пожаловаться. Ну окей, да, немножко поплачусь вам. Вот. И я с такой настороженностью, с таким опаской такой. Дай-ка, думаю, посмотрю комментарии. Ведь нужно же как-то что-то, ну, отвечать людям, да, ну, как-то поддерживать какую-то коммуникацию. Это такой лайфхак для начинающих блогеров, да, ребята, поддерживайте коммуникацию. Но там просто вообще не хочется, потому что ощущение какого-то мерзения, какого-то такого, знаете, брезгливости, и какой-то жалости даже. Потому что, ну, я понимаю, что люди озлобленные, люди, не знаю, может быть, даже, ну, не то чтобы это не их вина, там как бы отчасти все это, но с другой стороны, я понимаю, в какой среде, в какой атмосфере находятся эти люди, дорогие мои россияне, как говорится. И это видно по вот этим вот высказываниям, каким-то таким, ну просто вот я прошел бы мимо, да и все. Нет, ну надо же что-то ляпнуть, надо что-то сказать. Вот она эпоха, блин, открытости и прозрачности, да? Ну да ладно, бог с ними, бог с ними. Я просто решил для себя, что я буду, наверное, поменьше там комментировать, да и все. Либо однозначно как-то, знаете, отвечать типа на все такие вот говнястые комментарии, а их там процентов 80 таких. Типа, спасибо за ваш комментарий, всего доброго, до свидания. Ну, как-то так. Или пишите еще. Вот как бы, ну а что? Ну, расстраивает. Все равно как-то печально на это. Думаешь, вот это деградация, вот это, конечно, жуть. Окей. Так, со всеми поздоровался. Все здесь у нас. Ага, хорошо. В Дзене много троллей, деградантов. Ну, вот согласен, да, согласен. Как-то вот это все сливки общества, что называется. Вот они там все собираются. Замена, альтернатива Ютубу, альтернатива вообще всему западному, всему мировому, потому что кругом враги собрались, и они, значит, неправильные, а мы правильные, и поэтому у нас будет свой Рутуб, свой Дзен Яндекс, своя Луна, свой Марс, свой космос, свой, в общем, все свое. Матрешки, поварешки.
Так, Алексей Грек, везде хорошо, где нас нет. Ну, типа того, да, типа того. Северянин, чат приветствую всех, Макс, мое почтение. Северянин, привет. А, так, о чем базар спрашивает Герман? Ну, конечно, пишет Герман. Есть не только плохие комменты и люди. Есть, я же не спорю. Там есть, но их очень мало почему-то. Как-то вот, не знаю, так сложилось. Они как-то толпой любят ходить, вот как бы вот толпой пошли, там насрали в комментариях и ушли. То есть, ну вот такие карда туда-сюда ходят, монголо-татары. А так есть, конечно. Но я так понимаю, что тяжело, допустим, это знаете, как выглядит белой вороной или какой-то выскочкой. То есть на фоне вот такого, да, агрессивного общества очень тяжело, ты и небезопасно высказывать свою какую-то точку зрения, свое мнение, понимаете, да? Потому что, ну, блин, ну тебя тут же накинутся на тебя, и я это прекрасно понимаю, ну, такую осторожность. Потому что когда все кругом говорят, да говно, да пошел ты на, то как-то, знаете, свой голос такой подавать, одинокий, на этом фоне, ну, как-то, блин, привлечь к себе внимание вот этих же вот, блин, орков. Как вы можете сказать, типа, да не, нормально все, ребят, что вы, угомонитесь, успокойтесь, тут же налетят, заклюют это. Поэтому, да, люди-то есть, но видимо, в этом общем хоре уже сложно что-то говорить. Поэтому печально, друзья. Я переживаю за вас, короче говоря. Вот так. Ну и вообще за страну, за родину, честно говоря. Печально становится. Потому что... Ну да ладно. Что-то мы все о грустном, да о грустном. Давайте что-нибудь о веселом. Эх, так сказать. Последнюю видюшечку мою видели про развитие вестибулярного аппарата. Тренировка, так сказать, координации, тренировка баланса, равновесия. 5 упражнений. Ну, вчера прям демонтировал, старался так сделать это, ну, так, художественно, но в то же время лишнее что-то поубирать. Ну и оставить какие-то такие вкусненькие моменты, чтобы это было еще, знаете, как это... Ну, чтобы это была не просто какая-нибудь такая инструкция, да, такая сухая такая, а что-то как-то с юмором, чтобы как-то вот, понимаете? Поэтому смотрите мое последнее видео, да, вчера вышло, и ставьте лайки, пишите комментарии, поделитесь с друзьями и все такое прочее. Вот, я буду очень рад. Мне это доставляет истинное удовольствие. То, что мой труд оценили. Так, теперь Горнушкин, наш подписчик, наш зритель, уже написал мне пару комментариев, где просил меня рассказать про книги. Да, во вкладке сообщества. Ну, и все равно сделаю еще отдельное видео про эти книги, ну, чтобы это было такое, знаете, как это, интро, да, чтобы про книжки было понятно. Потому что, ну, есть такие вопросы, не только от Горнушкина, но и от многих, типа, а что почитать, а что у вас есть. Одно дело мы смотрим что-то, другое дело, когда мы что-то читаем, да, можно подумать, поразмышлять и не спеша все это как-то осмыслить. Итак, рассказываю про свои книги. Рассказываю? Рассказываю, вкратце. Так, важно. Герман Зубфер пишет, и люди. Важно замечать их, этих хороших людей. Я их замечаю, я, кстати, даже там переписываюсь с некоторыми, то есть я прямо в личные сообщения пишу хорошим людям на Яндексе, я имею в виду. Их немного, но они есть, и поэтому я с ними как-то поддерживаю контакт, я им пишу, отвечаю. Тоже даже там какой-то конкурс организовал, что там, подарок, книги, ну что я могу еще подарить, да, сейчас на так, дистанционном таком формате, да, ну, книгу вот, да, посылал там людям, которые как-то более-менее так это что-то уважительно, как-то культурно общаются. Поэтому да, мир не без добрых людей, это точно. Но, с другой стороны, тяжело, потихоньку, если все это сгущается, вот эта вся атмосфера нагнетается, очень сложно, поэтому не завидую вам, кто сейчас в России живет, да и в Беларуси тоже, собственно, вот это вот сложная ситуация. Политическая, социальная, такой, да, очень жесткий. Кстати говоря, рекомендую вам послушать, друзья, лекцию Екатерины Шульман. Вот сегодня буквально утром послушал, тоже прям как в тему такой пошла, да, в волну. Лекция про насилие, про агрессию, про вот эти культурные коды типа стыд, честь, и как этим пользуются насильники, да, любители насилия, а тебе не стыдно, и вот это вот про предательство, это тоже вот эти последние тренды, да, типа предатель, вот, и как это все меняется, да, с течением времени все это потихонечку меняется, но вот эти вот ценностные такие ориентиры,
они используются вот этими вот людьми, которые к этим ценностям вообще никак не относятся. Скорее всего, это деграданты. А, Но, тем не менее, они вот манипулируют с помощью стыда, с помощью патриотизма, с помощью вот таких слов, как предательство и так далее. Пытаясь удержать про книги, друзья. Ну, первая книга, да. У меня две книги в электронном формате, которые вот сейчас есть для вашего внимания. Всего было написано 4 книги. Первая книга была написана очень давно, как только такой клуб самообороны мы стали развивать. И возникла такая идея женская самооборона. А поскольку я был такой минималист еще тогда, то у меня идея заключалась в следующем, что нужно выбрать какую-то одну точку болевую, да, и ее конкретно в этой книге предлагать постоянно. А это что? Это пах. Ну, раз книга для женщин, для современной женщины. Имелось в виду, что женщина современная, она очень занята, у нее нет времени, поэтому вот вам предлагается одна болевая точка у преступника, это пах. И в случае чего, бей преступника в пах, или бей преступника по яйцам. Все. Глава номер 1, если вас схватили, бей по яйцам. Глава номер 2, если вас там бьют, защищай голову, бей по яйцам. Ну и так далее, так далее. Вот такая книжка. Минималистичная для современной деловой женщины. Это была первая книжка, мы ее сами издали на свои денежки, небольшим тиражом, и, собственно, даже ее, в общем-то, раздарили, эту книгу. Женщинам, конечно, да? По-моему, это у нас к 8 марта какая-то акция в нашем клубе. Вторую книгу мы написали в соавторстве с одним там каким-то ростовским колдуном или каким-то экстрасенсом. Издательство «Феникс». Да, издательство «Феникс». Вот. Он написал там одну половину книги, про развитие каких-то там духов воина, ну, что-то такое, да. А мы написали свою часть книги, половину про самооборону с точки зрения культурологической точки зрения, где мы описывали, с Олегом Майоровым, я имею в виду, это мой коллега, да, с которым мы, в общем-то, начали это развитие самообороны в России. И там кратенько излагаются у нас такие философские взгляды на самооборону, как на некую широкую, комплексную науку, которая находится на стыке разных, так сказать, наук, ну, такой социокультурология, да, про ценности, про понятийный аппарат, что мы понимаем по словам самооборона, как мы выделили на две части, там само это само, оборона это значит что-то вокруг, какие-то исторические экскурсы, ну, в общем, такой социокультурный феномен самообороны. Вот. Кстати говоря, я тогда как раз учился в аспирантуре, и поэтому и писал диссертацию «Самооборона как социокультурный феномен». И эта книжка, она как бы явилась таким, ну, популярным, таким попсовым изложением моей диссертации, типа того. Это была вторая книга. Называлась она «Сам себе телохранитель». Так, третья. «Как выжить в городских джунглях» называлась книга. Потом мы ее, видите, переиздали, назвали просто «Самооборона в городских джунглях». Книга тоже в издательстве «Феникс» вышла, насколько я помню. Да. Там на обложке двое злодеев затаскивают меня в лифт. Или вытаскивают из лифта, как-то так, на обложке. Вот эту книгу вы могли видеть в книжных магазинах по всей России, практически, да? Вот. Книга была написана с подачи Марины Степновой. Есть такая русская писательница, кстати говоря, сейчас очень известная, популярная. Рекомендую, почитайте. Марина Степнова. Но в то время она работала главным редактором журнала XXL, где, собственно, мы и подвязались подписывать статьи, да, про самооборону, про личную безопасность, да, секс, насилие, так сказать, и агрессию, и все такое прочее, про психологию преступника, конфликтологию. Вот, и так мы с ней познакомились и написали совместно статью. Называлась она «Бей первым Фредди», по-моему, как-то вот так. И эта статья прям, реально всем понравилась, стала очень популярна, можете даже в интернете где-то поискать, «Бей первым Фредди», журнал XXL. В таком, знаете, юмористическом стиле, язык такой живой, образный. Вот. И, собственно, мы оттолкнулись от этой статьи и решили ее как бы растянуть и еще больше создать и на разные темы ответить в таком же жанре, в таком же, так, живом, бодреньком, там, шутки-прибаутки. И у нас получилась книга, которую мы назвали «Как выжить в городских джунглях». Вот. Четвертая книга появилась попозже уже. Она называется «Защитный код». Она тоже есть сейчас в электронном варианте. Тоже была в магазинах по всей России, но уже издательство там было другое. Издательство «Грифон». «Защитный код. Как выжить в нашем городе». Как-то вот так нам предложили редакторы название, обложку какую-то свою сделали. Если сравнивать книги, вот эти вот две,
предпоследних. «Самооборона в городских джунглях» и «Защитный код», то книги, конечно, разные. Ну, во-первых, по объему разные. Последняя книга, она вот достаточно толстенькая, объемная. «Защитный код» называется, да. Написано языком таким, знаете, уже более, не то чтобы скучным, да, но таким уже более философским, что ли. Ну, грубо говоря, если «Самооборона в городах» написано бодро, энергично, таким живым языком простым, да, с шутками, прибаутками, то книга «Защитный код», она уже для старших классов. Для старших классов, где поднимаются уже какие-то культурологические вопросы, философские вопросы, вот, размышления, психология и так далее, так далее. Говоря про самооборону в городских джунглях, а изначальное название «Как выжить в городских джунглях», книжка уже дополненная, там переизданная, там иллюстрации уже другие, что-то там дописано, что-то мы убрали. Короче, вот эта книжечка, она у меня есть. Она у меня есть на Бусти. Поэтому, если вы подпишетесь на Бусти всего лишь за 125 рублей в месяц, ребята, то эта книга там, она будет на этом уровне. А книга «Защитный код» тоже на Бусти есть. Но это уже для второго уровня, там что-то около 400, там с чем-то, под 500 рублей, короче говоря, подписка стоит. Также вы можете просто мне, не знаю, заказать эту книжечку, или «Защитный код», или это. И я вам вышлю на почту, или куда вы хотите. В Телеграм, пожалуйста, тоже. Окей. Содержание немножко. Так, Горнушкин, да? Горнушкин, да. Я отвечаю Горнушкину, но не только. Эта книга состоит из 21 главы. Мы ее назвали «Шагами». То есть идея такая. Повествование идет, как будто бы вы проходите шаг за шагом от травоядного, допустим, там хомячка или какого-то там ежика, ну, в общем, беззащитной зверушки к состоянию хищника, к состоянию, так сказать, лидера, к состоянию такого льва, матерого, такого волчары. И поэтому мы назвали как бы шаги. То есть у нас не глава номер один, а шаг номер один, там шаг номер два, шаг номер три. В каждом шагу, в каждой главе описывается, ну, какой-то срез вашей как бы подготовки. То есть в чем, с конкретными заданиями, конечно, да, в чем вы должны подрасти, да. Ну, например, что я тут буду далеко ходить, я вам просто содержание сейчас открою. Смотрите, как выжить в уличной драке, это как разминка. Потом идет разогрев, все как на тренировке, напутствие перед боем. Какая программа тренингов у нас была на тот момент? Сейчас, секундочку. Итак, шаг первый, будьте реалистом, где мы описываем общие такие тезисы, да, для чего эта самооборона, как мы видим, нужна простому гражданину, не спортсмену, не военному, не милиционеру, никому. Просто для себя, для гражданей. Шаг второй, настрой, падайте. Шаг шестой, бейте. Шаг седьмой, думайте. Шаг восьмой, общайтесь. И тут как раз у наш психотренинг, который тот самый знаменитый психотренинг уверенности, да, по развитию уверенности. Шаг 9, читайте, смотрите, что мы рекомендуем. Шаг 10, играйте, еще один психотренинг, типа для Штирлица такого, да. Шаг 11, знакомьтесь, дружите. Шаг 12, ищите выход, станьте тигром в клетке. Ну, то есть разные ситуации берутся, где бы вы ни находились, да, маршрут какой надо делать от работы до дома и обратно, как вести себя в замкнутых пространствах типа лифт, типа подъезд, типа машина, советы автомобилистам, так, укрепить свою берлогу, да, то есть о коллективной самообороне, как вы должны себя вести с соседями, да, какой-то создать клуб по интересам, чтобы вы могли обезопасить свой дом целиком. Дальше взвинчивайте себя, наверное, про зверя, про внутреннего. Создайте грозный имидж. Почувствуйте разницу между самообороной и боевыми единоборствами, чтобы четкое какие-то прояснения было, да, в голове, чтобы не было вот этих вот иллюзий, да, что есть самооборона, а есть боевые искусства, блин, там киношные разные, там спортивные единоборства. Это все как бы хорошо, но немножко не о самообороне. Потому что очень-очень много приходилось людям разъяснять, проводить, так сказать, вот эту вот работу разъяснительную, информировать. Дальше, вы свободны. То есть тут есть прям шаг 17, посвящен ситуации освобождения от захватов. И вот ситуация удушающая, захват пальцами за горло, удушающий удавкой, захват за плечо, выкручивание руки за спину, обхват спереди под руками. В общем, с картинками. С картинками, а как же? Видите, картиночки есть. Видите, там совсем молодой человек. Вот, меня удавкой душит, видите, удавочкой меня душит. А вот я глаза выколол, видите?
Прям большими пальцами подавлю. И таких шагов 21, ребята. Да, вопросы здесь и ответы есть на эти вопросы. Такие частые, популярные, которые задают на тренировках и на форумах в то время. Шаг 19. Подойти творчески. Шаг 20. Маскируйтесь. Да, или будь осторожен, следи за собой. Советы по личной безопасности тоже. Статья в интернете разошлась очень даже хорошо. Про медитацию шаг 21. Ну, собственно, вот. Маленький перерывчик. Есть ли у вас вопросы или продолжим про книги разговаривать? Так, Герман Зопфер пишет мне. Ты читал книгу «Овод»? По-моему, я читал ее в детстве, но кино точно смотрел. Был сериал даже, по-моему, советский сериал «Овод». Про товарища революционера, да, там? Которого в конце концов расстреляли где-то. Так, Герман Зопфер продолжает. Очень хорошо помогает для обретения стержня внутреннего мира. Угу, хорошо. Так, ФГФ, давайте поговорим о сущности камня. Лежачего, да? Под который вода не течет. Можно поговорить про камень. Александр Лукьянов. Городские джунгли обалденные. Вот, спасибо. Человек, который читал, говорит. Ничего подобного не встречал. Прочитал пока только 4 главы. Уже в восторге. Супер, дальше будет интересней. Там вся книга, она просто читается, ну, классно. Я вот отвечаю за эту книгу, точно будет интересно. Всем причем. Книга «Защитный код» уже, скажем так, для продвинутых, для любителей мыслить так философски. Ну, например, сейчас я вам зачитаю. Если вас устраивает, друзья, я могу продолжить про книгу, про книги свои рассказывать, да, про «Защитный код». Сейчас расскажу, да, про джунгли рассказал. Так, Макс, когда последний раз гневливым был? ФГФ. Сейчас расскажу. Как это контролировать? Я вот могу сорваться на близкого человека. Гражданин сам. Макс, парни, привет. О чем сегодня размышлять будем? Саморазвитие как путь мизантропа или становление личности как драка со своими страхами. Хорошо подал. Да, развернуто. Ну, я сказал по поводу того, что, ребята, еще раз просто повторюсь, что на начало, так сказать, стрима не успел. Скорее всего, YouTube скоро будет в России заблокирован. Поэтому у меня от этого печалька, некий приступ мизантропии, да, даже, может быть, русофобии чуть-чуть. Потому что, ну, блин, ну, это печально, но, скорее всего, YouTube в России конец. Я переживаю из-за того, что ну, просто у нас с вами нарушится какой-то контакт, вот и все. Поэтому я призываю на Яндекс идти, какой бы он ни был, да, но все-таки так или иначе. Там я в усеченном варианте буду выкладывать видео свои. Кроме того, что буду видео выкладывать. Стримы, конечно, я буду продолжать дальше вести, но в России просто их не увидят. Вот что печалька, в чем. Так, дальше что? Это вот про что мы обсуждали, о чем мы говорили. Дальше я стал рассказывать про книги, потому что я отвечаю на комментарии Горнушкина. Горнушкин, да, у нас есть такой тоже наш товарищ, подписчик, вот, который меня попросил рассказать про книги, какие у меня есть, более подробно. Я еще сделаю видео на эту тему, да, там, чтобы я обложечку размещу. Он просил меня сделать обложку каждой книги, содержание этой книги, так очень подробненько, обстоятельно меня попросил. И вкратце как бы выжимку дать, ну типа, о чем эта книга, чем отличается от другой книги. Вот сейчас я немножко рассказал про книгу «Самооборона в городских джунглях», как она создавалась, перечислил какие там главы, какие названия, о чем эта книга. Ну, собственно, вот я считаю, что книга прям, ну, такая очень драйвовая. Вторая книга, точнее, последняя книга моя, да, из 4, «Защитный код» называется. Она, скажем так, ну, не для всех. Вот не для всех она. Это для старшеклассников. Если вот вы, допустим, мы самооборону возьмем как некую школу, да, то тут уже старшие классы читают эту книжку. Учебник уже для более больших ребят. Понимаете, да? Мы уже были посерьезнее с Олегом. Уже какое-то время прошло. И там уже такой, более такой фундаментальный труд получился. Насколько я помню, эту книгу мы поделили на 4 части, где мы, ну, как бы надо всегда структурировать каким-то образом. Ну, если вы что-то пишете, да, обязательно. И там, по-моему, было деление на тело, ум, что-то там, дух и что-то еще. Короче, на 4, как бы мы взяли вот почему-то 4 стихии или 4 каких-то вот
структуры в человеческой личности, которые нужно развивать. И с каждой из этих точек зрения мы рассмотрели все эти вопросы. Вот давайте я прямо сейчас открою книгу «Защитный код». Вот она у меня здесь в компьютере, в электронном виде. Макс Степанов, Олег Майоров. В 2007 году оно было написано в издательстве Грифон. Она больше по объему, чем городские джунгли. Ага, вот все, нашел. Смотрите, у нас часть первая посвящена активации кода. Такая пошаговая инструкция в виде 21 шага, да, к уверенности, да, к состоянию хищника, к состоянию лидера, к состоянию такого, матерого такого самооборонщика. То книга «Защитный код», она поделена на 4 части, где мы как бы активируем вот эти вот, допустим, дух или активация кода тела. Все-таки это надо почитать, ребят. Так, выложу это более подробно. Итак, да, активация духа, активация тела. Сейчас я открою содержание. Да, активация кода мысль, активация кода поступок. Вот так вот, потому что мысль без действия это, ну, тоже. И активация кода тело. И, соответственно, мы там ищем в поисках смысла. Глава 1. Почему мы не уверены в себе? Глава 2. Глава 3. Идентификация личности. Глава 4. Отражение в витринах. Глава 5. Портреты подонков. Часть 2. Глава 6. Правила боя. Глава 7. Руки убери. Глава 8. Береги голову. Глава 9. Неваляшки. Глава 10. Не бей лежачего. Глава 11. Приглашение в партер. Или партер. Ну, драка лежа, в общем. Глава 12. По закону подлости. Или акция Народный институт гражданской самообороны. Глава 13. Загнанный в угол, как в жизни в замкнутом пространстве. Глава 14. На лезвии ножа. Глава 15. Автосамооборона. Глава 16. Дави на газ. Поможет ли газовый баллончик. Представьте, целая глава была написана на эту тему. Глава 17. Только для женщин. Лица мужского пола. Читать запрещается. Глава 18. Перекличка. Глава 19. Откровение горожанина Макс о том о сём. Глава 20. Откровение горожанина 2. Олег. О музыке в основном. Глава 21. Творческие подходы к выживанию. Или Пьеру де Кубертену посвящается. Глава 22. Самооборонское чтиво или нужная литература с нужными оценками. Там мы даем прямо целый список литературы, да, который мы рекомендуем почитать. На тот момент, конечно. Глава 23. Давайте помолчим. Так называется. И последняя глава у нас правила клуба, тренировка для тех, кто любит читать, тренировка для тех, кто любит задать вопросы, тренировка для тех, кто любит смотреть, тренировка для тех, кто любит конспектировать, боевые психотренинги, глава 29, психотехника в быту и глава бонус читателю книга как оружие. Ну, то есть вот этой книги, которую мы сделали, мы там показываем приемы с помощью книги. Ну, так решили. Вам книги. Переходим к третьей части, или точнее даже сейчас оттолкнемся от ваших вопросов. Так, я этот цвет, наверное, уберу, как-то глаза светит. Так, видно меня нормально? Буду таком вам из глубин подсознания вещать, из потемок. Макс, знакома тема измененного состояния как способ ведения боя? Ну, конечно, конечно. Смотрите, дело в том, что измененное состояние сознания, оно происходит помимо нашей воли даже. Другой вопрос, что мы можем либо как-то управлять или вызывать это состояние измененного сознания, либо оно просто само приходит и все, или не приходит. Но в любом случае, как бы оно есть без нашего на то, так сказать, спроса, влияния и так далее. Вот сами посудите. Вы утром просыпаетесь в одном состоянии сознания. Потом вы, допустим, выпили чашечку кофе, вышли на улицу, прошлись, попали куда-нибудь, я не знаю, там, в метро или на работу, и у вас состояние сознания, оно уже другое. К вечеру вообще абсолютно другое состояние сознания. Понимаете? То есть вы уже истощили свой когнитивный ресурс, уже устали. Так или иначе. Если вы, допустим, что-то приняли, или голодный, или наоборот вы что-то съели, вы сытый, другое состояние сознания. У нас постоянно сознание меняется, так или иначе. Понимаете? И на это влияют различные факторы. То есть чаще всего внешние, да, не выспался, переел, или наоборот голодный, или выпил, да, это тоже влияние есть такое. И поэтому состояние сознания, ну, туда-сюда может меняться, скакать. Утром одно, вечером другое. Или, не знаю,
В субботу у вас настроение, что с понедельника вы начнете новую жизнь. А в понедельник почему-то абсолютно измененное состояние сознания говорит вам о том, что нет, что-то рановато, я пока не готов. Да ну его нахрен. Вот, какие тут эти новые привычки заводить. Нормально, пока и так хорошо, и так сойдет. Поэтому мы и так уже имеем эти состояния сознания. Если вы в драке, например, или какой-то конфликт возникает стресс, он происходит помимо нашей воли. Просто выбрасываются какие-то гормоны, которые обычно забрасываются вот в этих стрессовых ситуациях, когда мозг расценивает окружающую среду или кого-то как источник угрозы. И все. И просто инстинкт выживания, самосохранения. И впрыскивается как, я не знаю, как топливо такое, да, чтобы свой организм, короче говоря, защитить. Вот у вас будет абсолютно состояние другое, измененное. Когда вы начнете действовать, ну, то, допустим, драться, да, в драке у вас будет, конечно, состояние вот, ну, бойца, драчуна, туннельное зрение, да, например, тремор мелких вот этих вот всяких вот, как называется, деталей вашего тела. Ну, типа вот, вы не сможете делать такие мелкие движения точные. Ну, короче, вот эта психофизика вся, она будет очень сильно влиять на ваше тело. На зрение, на слух, кстати говоря, тоже вы будете так это глуховаты чуть-чуть, и у вас будет так, вот такая зона туннельное зрение, то есть вы по бокам очень плохо будет все расплываться. Соответственно, есть спортивные психологи, например, или там психологи, которые военные, например, да, они занимаются вот как раз вот этими состояниями сознания и пытаются, ну, его изучить, исследовать, и, соответственно, прописать четкие алгоритмы, инструкции, как действовать в той или иной ситуации. Потому что невозможно быть бесстрастным, подобно глади воды, отражающим там луну. Ну, вот это, знаете, вся литература про благородных воинов, самураев, там, даосов, которые ходят по воде или летают там на облачке. Я этого тоже наелся в свое время, накушался тоже, переболел всеми этими образами, да. Вот, и в конце концов, в результате жизненного опыта и какой-то практики боевой, я понял, что все это, блин, оно как бы не работает. Вот так. Точнее, оно слишком все очень преувеличено и пафосно подано. А на самом деле все прозаичнее, все проще. Да, есть моменты, когда вы находитесь в состоянии потока, в состоянии, скажем так, более-менее такого, знаете, как сказать, покоя. Но он совсем не тот, который мне представлялся это по книгам. То есть это когда вы заряжены, вы уверены в себе, у вас чувствуется внутри прям вот этот драйв, эта энергия, да. Но это все очень ровно протекает, потому что вы спланировали это. У нас был один тренер хороший, который нас готовил, ну, по карате, когда я вот выступал на соревнованиях. Он прям нас познакомил с основами самовнушения, аутотренинга, там, саморелаксации, как надо расслаблять, как настраиваться на тренировку, как настраиваться на какие-то задания конкретно, на кумите, да, вот эти все вещи. И реально это прям, ну, хорошо работало. Медитация, опять же, да, то есть контроль, не то что контроль, а просто наблюдение за дыханием одно. И когда вы начинаете заниматься, или когда вы волнуетесь, или когда чего-то ожидаете, у вас дыхание ну, немножко начинает меняться. С помощью дыхания можно менять свое состояние сознания, психики. То есть, ну, вот в карате даже известно два типа основных дыханий. Одно дыхание идет для мобилизации психики, то есть разогреться, чтобы быстрее. Это такое резкое, громкое, частое дыхание. А второй тип дыхания, когда нужно наоборот успокоиться, расслабиться и как бы так немножко остыть, что называется, да? Оно такое более удлиненное, более плавное. Вот. Понимаете, да? Вот, собственно, все, что можно сказать по поводу измененных состояний сознания. Ну, еще и в спорте название ОБС, аббревиатура «Оптимальное боевое состояние». Это когда вот эти психологи и ученые смотрят, изучают чемпионов, спортсменов и сравнивают их состояние психическое и результативность их действий. И, соответственно, там уже у них какие-то есть выводы. Что лучше дышать вот так, лучше смотреть вот так, лучше стоять, находиться в такой-то позиции, как лучше настроиться там перед прыжком, перед метанием, не знаю, копья там, ну, и так далее. Перед поединком на ринге. Вот вкратце про состояние. Это я отвечал гражданин сам, да, как способ ведения боя. И у вас, да, у нас в книге, кстати говоря, написано и в самообороне в городских джунглях, и в защитном коде
есть работа с измененным состоянием сознания, но, ребят, вы должны сами определиться, какой у вас тип личности, какой у вас темперамент, характер и какой образ вам лучше всего подходит. Все это делается только для того, вот эти образы, да, типа, ну я буду в роли терминатора, например, да, или там в роли какого-нибудь зверя, или там я вот волк, а я там тигр, а я, допустим, просто даже можно даос там бесстрастный, да, чтобы это попробовать, как одежду примерить, и что вам больше подойдет, то как бы взять себе за основу. Можете вообще ничего не выбирать, потому что состояние человека тоже хорошее состояние, тоже нормальное состояние, потому что, в принципе, если так задуматься, что человек самое хищное животное на планете, чего тут еще выбирать, какие? Самый, блин, хищная зверюга, это человек. Поэтому будьте людьми. Так, гражданин сам продолжает. Инстинкт как простой вариант изменения сознания. Есть подготовка, да. В книге мы тоже об этом указываем. Какие есть варианты. По газовым баллончикам есть смысл кратенько выбор, применение, правомерность, хранение, предпочтения. Во. Ну, кстати, по газовым баллончикам я могу сказать только одно. Я приветствую, я рекомендую газовые баллончики, особенно в условиях Российской Федерации сейчас. Ну, пока еще, наверное, еще это не запрещено. Потому что все остальное э, судейскими вот этими вот людьми, оно воспринимается как какое-то оружие, как будто вы готовили преступление, а не защищали себя или кого-то. А газовый баллончик как-то вот в массовом сознании и в сознании ну, вот этих судов, так называемых, еще остается ну, средством самообороны. Поэтому с точки зрения, как это называется, закона, да, закона, вот, газовый баллончик нормально. По его, так сказать, результативности. Хорошо он работает, если вы умеете четко направлять струю прямо вот в глаза. Все. Баллончик берется вот таким вот образом, и большим пальцем вы давите на эту кнопку. Все, направляете, само собой, да, струю от себя в сторону глаз. И вот такими движениями заливаете лицо нападающего. Отлично работает. Но не забывайте, что сразу эффект не наступает, поэтому какое-то время надо подождать. Ну, как и, не знаю, при удушающих приемах то же самое. Но при удушающих приемах нужно зайти за спину, да, нужно свалить, зафиксировать и применить свою физическую силу. А здесь у вас есть дистанция, газовый баллончик позволяет вам издалека это делать. И когда вы брызнули в лицо, сделайте шаг или там 2 шага назад и ну, дождитесь, когда дойдет до его, так сказать, нервов этот эффект. Сам я пару раз, да, попадал в вот облако, в газовое. Это жуткое состояние, когда у вас слезы, сопли, дыхание просто спазмируется, вы не можете дышать, горечь, отвратительное состояние. И, собственно, ничего не хочется. То есть, ну, совершенно не хочется нападать или куда-то вот что-то делать. Хочется побыстрее отдышаться, как-то глаза промыть, протереть, потому что шок. Действительно, газовый баллончик это ну, тема. Какие еще плюсы? Небольших размеров. Плюс. Второй плюс. Ну и плюс, конечно, замечательный газовый баллончик, то, что он стоит немного денег. Я не знаю, в те времена, когда вот мы как-то занимались этими вещами, там типа газовые баллончики, у нас там даже какой-то сайт мы делали. Сергей Волобуев, да, по-моему, может сейчас у него остался этот сайт, gazdefense называется, .ru. Зайдите, посмотрите, может он еще остался, не знаю. Газовые баллончики стоили 300 рублей, что ли. Ну, 500 рублей, как-то так. Ну, в общем, немного. Не жалко, если вы потеряете как-то там, или его весь истратите там. Вот так. Про газовый баллончик. Все, что могу вам сказать. Ребята, рекомендую. Вообще, вот оружие, средства самообороны надо сейчас, тем более сейчас, носить с собой, потому что надо. ФГФ. Что из философии читал последнее? Монтэня я сейчас читаю, потому что больше здесь у меня на русском языке ну, ничего нету, кроме книги Монтэня и кроме электронных книг, которые я читаю в интернете. Приходилось тебе пользоваться перцовкой? Нет, не пользовался. Перцовка вещь хорошая, работает на собаках тоже. На собаках не пробовал, кстати говоря. И сам вообще, ну, просто попадал. Я сам попадал в ситуацию, когда мне там брызгали. Так, ну да ладно. Хранение, да, нужно за ним следить.
И мы рекомендовали тогда еще, когда вот занимались, именно, даже семинары проводили и такие мастер-классы по газовому баллончику. Мы делали эти, моделировали, то есть брали типа или как-то имитаторы и разыгрывали разные ситуации. Отсюда до туда, там по коридору спуститься, вот, и какие-то нападения. Вы должны были резко выхватить этот баллончик, там, попрыскать, побежать дальше. Если вас схватили, сорвать захват, брызнуть в глаза, ударить ногой, там какие-то лапы. То есть, ну, в общем, целый инструктаж у нас был, там, целая прям подготовка с газовым баллончиком. Потому что газовый баллончик, как и оружие, оно само по себе вас никак не спасет. Ну, блин, тем более, если лежит где-нибудь в сумочке, там, и давно уже срок годности там прошел и так далее. Любое оружие, это, блин, продолжение вашего ума, вашего тела, вашей психики, сознания. Просто помогает вам, ну, более, так сказать, качественно решить вопрос. Вот и все. Но сам пистолет или, я не знаю, газовый баллончик никак вас, ну, понимаете, да, это не живой предмет. Вы оживляете этот предмет. Поэтому вы должны быть готовы. То есть заранее надо оружие готовить. Потом к стрессовой ситуации вы должны быть тоже готовы, потому что все это, блин, ребята, не просто так. Вы должны уметь вот достать оружие, да, там, перезарядить, ну, прицелиться. Понимаете, это же тоже целые отдельные этапы применения оружия. Потому что ну, многие, большинство думают, что типа купил пистолет, все, лучше, чем карате, старенький ТТ. Ну, вот эти, знаете, пословицы всякие такие дебильные, которые можно на Дзен-Яндексе очень много почитать в комментариях под видео моими. Вот, что это нафиг, карате, там, приемы, боксы, да нафиг надо, купить ТТ или там пистолет. Такое ощущение, что там уже у всех пистолеты, блин, понимаете, они так и ходят с оружием все. И у этих же бедолаг отнимают эти пистолеты, или они там где-то там их переклинивают, или ну, в общем, оружием надо уметь пользоваться, тоже нужна тренировка, понимаете? Те, кто пишет, что тренировка не нужна, все это фигня, вас ничего не спасет, женщина защищаться бесполезно, мужики все равно сильнее, и бандиты, если хотят вас убить, они вас убьют, и типа вот это, знаете, нытье, причем такое в агрессивной манере такой, ну, думаю, блин, ребята, я же не навязываю, вот, это же смотрите сами, то есть, если вам так кажется, что бесполезно все, то и ради бога, вот и все, ничего страшного, понимаете. Ну вот, и я все-таки привожу в пример притчу, когда, помните, две лягушки попали в банку с молоком. Вот одна лягушка так подумала, да бесполезно все это, и, короче, утонула. Задохнулась, утонула. Выход тоже вариант, почему нет. Вот, а другая лягушка говорит, не, я типа буду тут барахтаться туда-сюда, пытаться как-то выскочить из банки. И своим барахтанием сбила из молока масло и, так сказать, вышла с прекрасным опытом, да, уверенности в себе. То, что у нее получилось, у нее успех, у этой лягушки. После чего она открыла свои курсы по развитию, так сказать, уверенности. Так, ну вот. Кому не ответил, ребята? Так. А насчет чего будем размышлять, саморазвитие как путь мизантропа. Ну, мизантроп есть такой у меня, да, немножко, да, я как бы чуть с опаской. Особенно если вот, да, захожу на Яндекс, тут у меня этот приступ прям начинается обострение какое-то с утра. Не придумал способ взаимодействия на Яндексе, чтобы у меня настроение не портилось. Пока не знаю. Буду искать. Нападала на тебя собака. Да, конечно. Вот, кстати говоря, хороший вопрос ФГФ. ФГФ задал вопрос. Собака нападала и не один раз даже. Один раз в детстве напала на меня, когда я просто на велосипеде ехал по деревне. Ну, еду себе на велике со средней скоростью. И тут собачка такая слева появляется, не лает, ничего там, то есть не рычит. Так молча, тихо, спокойно подбежала ко мне. И когда я уже почти проехал, она сзади меня за ногу укусила. Вот до сих пор остался там шрам. А сколько мне было? Лет 12, может быть, 13. Ну, короче, вот такой еще молодой, да? Мальчишка. И я потом, конечно, стал собак очень сильно опасаться, недолюбливать, и до сих пор опасаюсь. Но здесь в Словакии собаки другие. Вот, я, кстати, заметил это. Если в России эти собаки очень агрессивные, как, собственно, их, наверное, хозяева, потому что собаки, они же животные, зверушки, они впитывают всю эту атмосферу тоже. И я также чувствую все это. Вот.
А здесь как-то все поспокойнее. Но отношение к ним такое, да, все-таки уже такое настороженное к собакам. Вот, а второй раз на меня напала собака, когда я уже, ну, был уже в Москве, когда жил, уже взрослый. Ну, там не одна собака напала, даже не один раз. А там свора, знаете, таких уличных собак, когда вот они бегают стаей, и вот они как-то вот такие подбегают, начинают тебя окружать. Был такой случай. И одна из собак цапнула меня за задницу, меня хотела цапнуть. Ну, я как-то увернулся, и в результате там куртку, в общем, испортил. Точнее, как собака мне цапнула за куртку. Вот такие случаи с собаками. Газовых баллончиков не было, поэтому приходилось орать на них, свистеть, ругаться матом, наклоняться за камнями. Ну, как-то вот так. ФГФ. Кстати, насчет тренировок соглашусь. Недавно мой друг забрал пистолет у агрессора с улицы. Смешно было. Вот-вот. Они понакупают этого оружия и думают, что все, типа, уже они крутые Чаки Норрисы. Блин, ну, поразительно, конечно. Люди настолько бывают наивные. Ну, кино посмотрят, допустим, там вот герои, да, они с оружием, достал оружие, типа, угрожает или стреляет. Наивные ребята. Надо ходить в тир, пристреляться. Как это оружие устроено, как его выхватывать, где вы его носите, как вы прицеливаетесь, как вы передвигаетесь этим оружием. Ну, то есть вот эти всякие вещи нужно пройти обязательно курсы и периодически тренироваться. А потом опять, у вас же оружие, допустим, лежит, а если вас схватили в это время, а вы еще не успели ствол достать? Так или иначе, нужно знать какие-то приемы рукопашного боя, понимаете? Или схватили прямо за пистолет, что вы будете делать? Или вас сначала ударили, и вы в таком потерянном состоянии сознания. Или на вас нападают с ножом. Так что так. Тут старческий маразм здесь. Приветствую. Хороший ник. Мне нравится. Здравствуйте. Как вы относитесь к польскому философу Ясосу Бибу? К сожалению, никак не отношусь, потому что первый раз слышу такого философа. Вот, ну, сейчас я его запишу и буду читать и изучать. Спасибо вам за наводку. А почему вы спросили про этого польского философа? Почему именно он, а не кто-то другой? Ясус Биб. Окей. ФГФ затронул тему собак. Недавно заметил такое, что в России ротвейлеры чаще всего бедолажные, жирные или больные, с питанием связаны. Не знаю, ребят. Не хотел бы сейчас прослыть русофобом, но звери, животные, они чувствуют атмосферу, которая происходит вокруг них. Ну, понимаете, инстинкты животные. Им не нужно это все переосмысливать, додумывать там, да? Они как чувствуют, так они как трансляторы все этой энергии передают. Вот. Не хорошо это, не плохо, ну, так и есть. Гражданин Сан, собаки стайка во время гона, дворняги на уровне колена. Одна мелкая завелась, остальные полукольцом. Одна молча угрюмо сокращает дистанцию со скалом, балконом в ее сторону. Хоть собак люблю и уважаю. Ну, я к собакам отношусь, как я уже сказал, с опаской, с осторожностью, потому что меня в детстве укусила собака, просто ни с того ни с сего, просто сзади подскочила и цапнула меня. И с тех пор я, видимо, с осторожностью. А так я к ним нормально отношусь. Особенно если, ну, это твоя собака, да, и нормально отношусь. Так, от собак есть высокочастотная пищалка. Тоже действует как пульт от телевизора. Если собака не глухая, работает от батареи, малогабаритная, действенная, проверял. Не проверял, но к нам приезжали. По-моему, даже там и против собак, и против преступников, что-то там у них какая-то разработка. На правах рекламы они ее делали. Но, как всегда, не заплатили ничего. Так, 350-600 рублей. Средняя цена баллончика. В оружейке рекомендуют шпагу, кинжал, шок, еще боец. Но говорит большой. Уверен, что сейчас уже очень много разных там этих марок, ну как-то брендов, да. Ну, шок вот я помню, да. Так. Вот, из философии почитаю, значит, старческий маразм посоветовал мне польского философа почитать. Вот, попробую его найти, поискать, почитать. Почему-то польский философ. Так, инстинкт. Проверяю, ребят, чатик смотрю.
По поводу, кто меня спрашивал здесь, гневливым я был. Я заметил по себе, что я достаточно гневлив, но с возрастом я стал поспокойнее. В чем это выражается? Ну, то есть я реже гневаюсь, а может быть, а если гневаюсь, то, ну, как бы, не такой интенсивности этот гнев. Во-первых, во-вторых, не такой продолжительности. То есть раньше был очень взрывной, очень гневный, очень такой вспыльчивый, обидчивый, да, цеплялся к словам. Ну, короче, вот да. Плюс, конечно же, если это было связано как-то, ну, с алкогольным каким-то там возлиянием, то это была такая вообще смесь горючая. И это, да, ничего хорошего. Вот, плюс возраст, плюс тренировки, плюс тестостерон, плюс вот это вот молодость, зелено, вот, очень агрессивный. Плюс к тому же это, ну, воины, они должны быть гневливы, это их качество. Плюс к тому, что я себе позволил быть гневливым, скажем так, да, я не стеснялся этого, я это не контролировал, я наоборот это развивал. Развивал именно вот эту вспышку, именно вот этот быстрый переход в состояние такой пороха, огня, стихию огня, быстрее переключался. То есть, и это работало, это помогало, это то, что это отражается на близких людях, то есть, ну, как бы всем достается. Те, кто рядом, ну, как-то не так посмотрел, не то что-то сказал, как-то вот, и начинается это вот гнев. Потом немножко стыдно за это, вот. А сейчас это просто больше, знаете, как, даже не гневаюсь я больше, ну, скажем так, расстраиваюсь, что ли, и все. Стареем, блин. Вот. Так, Иван Васильевич здесь. Привет, Максим. Как тебя занесло в Словакию? Твои впечатления от жизни в Словакии? Как там относятся к русским? Спасибо. К русским здесь относятся пока хорошо. Достаточно хорошо здесь тепло относятся к русским. Это раз. Ну, по инерции еще, да? То есть, как бы здесь такое представление, что типа Россия великая наша страна, там, да, там Советский Союз. Ну, то есть, есть такие настроения ностальгические, блин. И вот типа русские, великие русские, там, и так далее. Но это еще по инерции. То есть они еще не совсем вкурили, что на самом деле из себя представляет Россия сейчас. Это же совсем другая страна уже, понимаете? Это уже... И поэтому, когда вот меня спрашивают, как там в Словакии, лучше ли там или хуже ли там, по сравнению там, уже сравнивать, понимаете, как бы не с чем. То есть здесь нормально, как и в любой другой стране, потому что в России никак. То есть там, понимаете? Поэтому, если нормально, в России ненормально, а в любой другой стране, ну, как-то нормально. Поэтому вот так, вкратце. Как я попал, ну, просто стало невыносимо уже жить в условиях надвигающегося пиздеца, понимаете? Который продолжает надвигаться, тут тучи сгущаются, здесь запрещаем, тут закрываем, это нельзя, это вот это вот. Понимаете, ну, я не могу. Как из армии бегал по той же самой причине, когда начинают тебя заставлять чего-то, блин, думай так, а так не думай. Так говорить можно, так говорить нельзя. Вот, Путин красавчик, боятся, значит, уважают. Ну, в таком духе. Не могу я это терпеть все. И вот так я оказался в Словакии. Впечатление от жизни в Словакии мне здесь нравится. В общем, здесь хорошо, тихо, спокойно. Люди добродушные в большинстве своем. Живут себе в центре Европы и нормально. Так, гражданин сам. Философский возраст, пересмотр ценностей, интерес к философии, рассуждения и больше здравомыслия. Да, именно так, гражданин сам. Потому что с возрастом реально меняется состояние сознания. Но бывает не всегда в лучшую сторону, бывает в худшую сторону. Понимаете? То есть тоже об этом можно подумать. Например, ну, есть же такая традиция, что ли, да, такая ценность, типа старших надо уважать, типа старшие не умнее, там как-то благоговейно, с уважением к ним относиться, понимаете? Но если так подумать, это уже устаревшая норма, и может раньше какая-то и была в этом ценности, какой-то смысл. Сейчас это просто бессмысленная какая-то тема, потому что бывает старики несут такой бред, такую ахинею,
просто потому что я вот тут старший, ты меня уважай. Хотя, ну, их взгляды очень сильно устарели, они там маразматики, они что-то гонят, заставляют своими замашками там столетней давности. Поэтому нет, конечно, возраст, он имеет влияние, но, наверное, много зависит от еще от того, каким был человек до того, как он стал стареть, увядать, усыхать и так далее. Так, ну что, час, уже больше часа мы с вами разговариваем, поэтому, наверное, пора закругляться потихонечку. Я надеюсь, я на все вопросы ответил, да? ФГФ, расшифруй, что ты имел в виду про сущность камня? Я так и не понял, что за сущность камня? О чем это? Так, ну вроде все я отвечал. Могу сорваться близкого человека. Измененное состояние ответил. Газобаллончик ответил. Так, что еще? Философия. Перцовка. Собака. Вроде все, я, ребята, ответил. Стачки маразм. Про почку философа, к сожалению, блин, не знаю такого. Ясос Биб. Может быть, сейчас в интернете будут набрать. Прямо сейчас. Секунду. А я попробую. Ага, есть такой. Ясос Биба. Какой-то модный философ, да? Вот, нашел. Маргинал, смотри, как маргинал. Та-да-да. Интересно, интересно. Ясос Биб все-таки. Интересно, почитаю. Почитаю. Поизучаю. Какой-то популярный персонаж. Как вы относитесь к философу Ясосу Бибу? Даже такие названия у роликов есть. В YouTube я сейчас посмотрю. Ясус Биба. Что за мемы про польского философа? Какие-то мемы даже. Пропустил я этот тренд, ребята. Увы. Так, ребят, ну что, если вопросов больше нету, давайте заканчивать. Так, для чего он нужен? Кто? ФГФ, для чего он нужен? Ты про что? Я сбился в смысле. Ты про камень, что ли? Камень нужен для того, чтобы бить им по голове брата своего. Взял камень, брат, Каин, и ударил брата Авеля. Так, гражданин сам, наверное, нет обязаловки, давления, чинуш и обстоятельств Словакии. Тут есть как бы свои правила игры, которые, ну, как бы они в новинку, потому что, да, здесь есть своя бюрократия, свой формализм, но здесь все гораздо проще. Гораздо проще все это делается в разы и быстрее, и приятнее. Например, справку о несудимости здесь получаешь за 10 минут, в отличие от России. И все это, пожалуйста, здравствуйте. Вот, ну, понимаете, отношение к людям здесь совершенно другое. Да, здесь нет такого давления. Самое неприятное здесь место, наверное, но опять же, это вот, поначалу, это полиция для иностранцев. Вот и все. Потому что раньше здесь были и очереди длинные, когда нужно было очередь занимать ночью, чтобы к утру попасть, чтобы там подать документы, получить какие-то документы. Но сейчас становится все уже более электронная запись, записываешь на какой-то термин, на какой-то определенный день, приходишь без проблем, полчаса и все. Через интернет записался на определенный день, на определенное время, пришел, подал документы, с меня взяли документы, я расписался, сделали фотографию, все, до свидания. Все, ждем теперь как бы решения, что нам скажут по поводу продления. Так, про камень, для чего он нужен и какая сущность. Опять же, ну камни в основном, чтобы в голову метать. Помните, я тут недавно написал постик по поводу библейской истории, как Иисус Христос остановил целую толпу бородатых мужиков с камнями, которые хотели побить женщину, блудницу. Вот, на эту тему я написал статью. И как ему удалось это, ну, типа, ребята, угомонитесь, не надо этого делать. Кто из вас без греха первый бросит в нее камень?
Вот про камень, да, про сущность камня. То есть камень это как некое грозное оружие, кары, возмездие там. Вот так можно поговорить о камне. Читали статью эту? Наверное, читали. Так, блогер есть Федорович, не философ, но морит про боевые сказочки. Федорович, да, сейчас наберем и Федоровича. Чего уж там. Кстати говоря, почему-то набрало очень много просмотров сейчас, буквально за 2 дня, уже больше 2000, мое видео «Как не бояться драться». Я не знаю, что случилось, мне даже как-то немножко подозрительно стало. Помните такое видео, да? Ну, оно достаточно свеженькое еще, «Не бояться драться». И прям там что-то поперло вчера, позавчера наплыв. Не знаю, с чем это связано. Так, как там Федорович? Федорович. Федорович Лайф. Вот нашел Федорович. Блогер Федорович. Это он, да, наверное? Ну, у него что-то больше про какие-то авто, там что-то про авто. Или это не тот? Какой-то автоблогер. Ну, не он. Ну да, все про машины. Не знаю. Ссылочку кидайте, ребят, все посмотрю, поизучаю, потом выскажу свое мнение. Так, враг диктатуры молодость, друг диктатуры тишина. Скажи пару слов о том, как ты относишься к молодым, их веяниям и трендам. Я хорошо отношусь. Привет, Иван, да, привет. Я отношусь к молодым, к их веяниям, трендам с уважением. То есть нормально отношусь. Я не из тех, кто пытается как-то ограничить, оттащить. И я понимаю, что каждому поколению дано какое-то определенное время. Потом они просто... А жизнь идет, а жизнь продолжается. Жизнь продолжается через новое поколение, через новые тенденции, новые моды, новые технологии, новые какие-то придумки, идеи. То есть все меняется вот так. Мы здесь существуем какой-то определенный промежуток времени и не можем свои взгляды, вот как вот Владимир Владимирович, пытаться перенести на новое поколение и заставить их жить так, как раньше жили наши деды, прадеды и так далее. Это, я считаю, просто, ну это вот тупо, реально тупо. Поэтому я вообще очень сильно сомневаюсь по поводу того, что, ну, как бы, человек может, ну, многим управлять. Понимаете, есть некий прогресс, есть некий дух времени, некий такой zeitgeist, да, такая эволюция, эволюционный ход, где просто, блин, глупо смотрится, когда люди пытаются восстановить, я не знаю, какие-то рейхи, какое-то вот величие, какой-то имперские какие-то замашки. Мне кажется, это как-то очень нездраво, что ли. Ладно, если там есть такие замашки, амбиции, да, но, блин, надо мыслить как-то другими этими форматами, понимаете? Допустим, вот Илон Маск, например, да? Вот интересный пример для подражания, мне кажется. Вот с кого надо брать пример. А не так, что типа мы тут самые великие. А почему? А потому что, блин, то, что мы большая страна. Или потому что мы в 45-м году победили фашизм. Блин. Ну, мне кажется, что, может быть, и победили, но как-то заразились очень сильно от проигравших. Так, а может для гармонии мира камень? Да может быть. Про камень не могу разогнать что-то эту темку. ФГФ. Наверное, в следующем стриме я попробую во вторник к камню вернуться. Прям могу прям про камень помедитировать немножко и рассказать про все сущностные характеристики и смыслы, которые связаны с камнем. И про Роллинг Стоунс расскажу. И то, что камень лежачий, под него вода не течет. Камнем этот там, Давид Голиафа замочил, это же тоже камень, да? Про камень, то, кстати, да, много можно чего. Так, нет, Макс, это другой. Федорович. Кидайте ссылочку. Как его найти? Федорович, кто он? Блогер. Окей, блогер. Блогер или не блогер? Ага, нашел Федорович. Федорович про ММА, бокс и чудаков. Вот это, наверное, он. ММА это детский сад и вершина боевых искусств Ханмуя Черносвитова.
Блин, здесь Черносвитов. Черносвитов я к нему... Я не люблю говорить про своих, так сказать, я не знаю, коллег. Он коллега мне или не коллега? Хотя, ну какой он мне коллега? Ну, как-то я к нему без этого, без всякого уважения, не знаю. Мне Черносвитов не нравится. Федоровича посмотрю. Спасибо за наводочку. Так, люди готовятся, пишет гражданин сам. Нервничают, поэтому тема драки не боятся, интересует. Ну окей, во вторник про камень и про драку буду тогда рассказывать. Окей? Гражданин сам. Люди часто в мышлении углубляются, иногда тему усложняют. Это и про влияние и прочее. Да, он. Вот, нашли. Иван Матвеев. Камень это еще Петр. Да, кстати говоря. Это же прозвище апостола Петра. То есть имя греческое, например, да, апостол Петр. Так что камень, блин, есть о чем подумать. Так, все, друзья, давайте с вами закругляться. Прошу пардон, что я сегодня такой немножко такой мизантропический такой, отвратительно, так сказать, к людям, да. То есть мизантроп, как вы понимаете, это человек, который не любит людей, да, так что ли. Социофоб такой, да. Вот. А русофоб это как этот, как гурман. Он не любит определенный сорт людей. Вот. Ладно. Иван Матвеев, рад тебя приветствовать, да, здесь видеть. Хорошо, что ты заходишь ко мне почаще. Вот это можно до огранки дойти. Камень, ножницы, бумага. Опять же, камень, ножницы, бумага. Ребят, спасибо, да. Разогнали немножко. Северянин, до встречи, Макс. Как тебе Невзоров? Невзоров, молодец. Я к нему как-то вот с интересом, с симпатией, с уважением. Молодец. Так, все, ребята, всем пока-пока.